Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игру» моего подписчика, и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Скилловичок. Ранг у него, если что, король 2, а какой ранг у него был в предыдущем сезоне, не знаю. Вот. С третьей попытки он смог мне записать каточку и скинуть ее, потому что до этого там то запись было плохое качество, то FPS, короче, неважно. Были плохие записи и все, поэтому он перезаписал и сказал, что от этой каточки у меня захватит дух, и я буду в восторге максимальном. Ну что, ребят, давайте усаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает, и кто засыпает, приятных снов. А если ты хочешь, чтобы я прокомментировал твою каточку, то в комментариях будет закреплено сообщение, в котором будет ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно конкретно сделать. Поэтому что? Правильно. Хочешь, чтобы прокомментировал? Переходишь, соответственно, в мой телеграм-канал, обязательно подписываешься, потому что там я веду свой небольшой личный блог, пишу, когда у меня стримы, пишу, когда выходят какие-то обновления на эту игру. Короче, все, что связано с каналом. Спама никакого нету. И вот, в той записи подробная инструкция, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу каточку. Так что вот, все правильно. Переходим, читаем, соблюдаем и скидываем мне каточку. Тролли ему со старта идут, и я так понимаю, он будет играть через троллей, потому что тут, кстати, есть еще и тролль пятерочка. Ну, посмотрим, посмотрим. Интересненько. Так, Миранов 2 звезды уже вижу. Хорошо. Посмотрим, что здесь будет происходить и насколько все-таки каточка захватит дух. Потому что, как он сказал, каточка будет омега-супер имбалансная, просто срыв башки. Поэтому, ладно. Не говорил он так. Но сказал, что каточка омега интересная будет и прям такая, знаете, добротная. Еще он подписал эту каточку как «Ненавижу инсектоидов», и я с ним полностью согласен, полностью солидарен, поэтому я тоже ненавижу инсектоидов, особенно тех, кто на них целенаправленно играет, и абсолютно, знаете, там вот есть, когда открываешь какие-то профили, смотришь, а там в записях из 19 игр 10 плюс, как минимум, это инсектоиды, и ты такой думаешь: бог ты мой, чел, ну я все понимаю, ну циферки циферками, ну неужели тебе полгода, вот, ну, не, подождите, сколько мета-инсектоидов уже длится? Мета-инсектоидов и антимагов. Сколько уже длится? Да какой, не полгода, больше. Или полгода. Ну, короче, очень много длится вот это вот уже мета, вот это вот она паршивая мета, которую только мог разработчик придумать. Ну, короче, ладно. Вы и так прекрасно все знаете без меня. Так, усиление ему пришло. Чуть-чуть не промахнулся. Вот прям, знаете, такая на тоненьком сыграл. Только что он хотел, если что, кликнуть повысить фигуру. Я заметил это. Я это заметил. У меня глаз алмаз. Пока что не спешит с выбором предмета первого тира. Я так понимаю, он хочет найти себе... То есть он думает еще, выбрать ему... Ага. Инчу решил продать. Окей. Поставил все-таки 4 троллей. Ну, посмотрим. Кстати, я бы вот этот предмет второго тира бы перекинул бы лучше в тролля Хикса, потому что он у тебя сейчас будет main damage dealer из-за того, что у него больше всего скорости атаки будет. Ой, скорости атаки. Из-за того, что у него больше всего сейчас тычка дамажит. О, ну тут, кстати, возможно, он проиграет даже. Ну, короче. Посмотрим. Рукавичка, конечно, была бы здесь имбой. Лютый имбой причем. Но чего нема, того нема, потому что сейчас Фурион... Дай, ой, как Фурион сейчас нас спамит. Бог ты мой. Как я обожаю вот таких вот ребят. Ой, еще один Фурион. А можно что-то типа... Ой, Фурион, еще одна инча. А можно что-то типа друидов? Друидов хочу. Вот прям хочу аж теку. Ребята, я к вам обращаюсь с возмущением. Где мои лайки? Мне нужны ваши лайки. Поэтому, если ты еще не поставил свой лайк, то поставь ролик на паузу. И, соответственно, поставь свой лайк. И комментарий 3 слов тоже поставь. Мне это нужно, во-первых, для того, чтобы мне это приятно просто. Это первое. А второе. Это поддерживает меня в плане того, что ролик продвигается в тренды и рекомендации. Соответственно, чем больше лайков и комментариев, тем, соответственно, ролик становится релевантнее, и, соответственно, он больше как бы в тренды залетает. Поэтому что? Правильно, ребят. Лайк, комментарий жду. И огромное спасибо за это. И огромнейшее спасибо за то, что ставите свои лайки и комменты. Огромнейшее спасибо. Кстати, еще, ребят, мне немножко некомфортно как-то об этом говорить, но если я не скажу, об этом как бы никто и не узнает. Короче. Мне нужно 5 спонсоров. Для чего мне нужно 5 спонсоров? Там, если что, спонсорка там на месяц она стоит 34 гривны, это $0,50. Ну, ладно, 75% доллара. Вот. Короче, мне нужно 5 спонсоров, вот эти вот ежемесячные, чтобы
а, как это правильно назвать? Короче, чтобы вы когда заходили на канал, и там были фото профилей моих спонсоров. Фото профилей моих спонсоров, так правильно будет звучать. Вот, и они будут как бы висеть, будет такая вот красота. Поэтому, ребят, кто может, то поддержите. Вот некомфортно, конечно, об этом говорить, но если не скажу, реально никто не узнает. А вот нужна мне такая помощь немного. Я бы на его месте, кстати, на самом деле бы троллей как бы-то немножечко подразобрал бы. У него там есть немножко рыцарей, вот Абадон, допустим, тот же самый. Я бы лучше, наверное, Абадона поставил, потому что все-таки AOE дэмэдж со щита это приятный бонус. Реально приятный бонус. То есть я бы пока что так сделал. Ну, посмотрим, посмотрим. Скилловичок. Прикольный ник. Скилловичок. Правда, по-моему, одну L пропустил. Ну, правильно ж через 2 L пишется. Скилл, проверочное слово. Ну да, через 2 L. Короче, ты одну L пропустил. Так. Что ж будет в этой каточке? Очень интересно. И вот какой процент то, что будет здесь мета? И, ну, так как он подписал этот ролик, то, что тут он ненавидит инсектоидов, то я думаю, процентов 90, что здесь будет стопроцентовая мета через антимагов, манки-кингов, орка-жрецов и вот это вот все в куче, короче. Тут еще, кстати, есть орк-шаман. В принципе, если ему нормально так подвезет, то... Мгм. Гримтачи не берет, не знаю почему, кстати, мог бы реально Гримтача взять и выставить у себя какого-то демона и получить фуловых троллей. Ну, просто стол все равно слабый. Даже если ты играешь атаку через фуловых троллей, то у тебя стол все равно слабый. Ему нужен какой-то мейн, хороший керри. Если бы это, допустим, был бы у него какой-то хускар, то было бы все замечательно. Но так как у него нет определенного мейн керри, это полная поплава. ХП потерял уже много. 73 хп. Прикиньте, 73 хп уже на такой стадии игры. Но, кстати, смотрите, ему рыцари реально много идут. Я бы на его месте, допустим, в предыдущий раз бы взял Абадона, тут ему Омник пришел. Еще и Луна была бы. Я бы поставил бы 4 рыцарей, потому что 4 рыцаря намного как-то эффективнее смотрятся. И, кстати, там же есть Мирана, я бы на его месте немножко переставил бы Мирану. О. Походу тут 2 инсектоида будет. Но один 100% инсектоид, он на втором месте. Там у него мать насекомая упала. Поэтому тут 100% будет один. Один по-любому будет на инсектоидах. Как минимум. Джаггер закинул. Мать насекомая. А, вот второй, кстати, есть точно. Я в топ-3 не заметил, что у него тоже стоит баф инсектоидов. Эх, люблю таких ребят. Люблю. Обожаю, обнимаю. Обнял, приподнял, поднял и кинул через бедро. Чтоб не играл на своих инсектоидах. Так. Я, кстати, спрашивал. И не первый раз спрашивал. Ну, кстати, мобов он может даже и затащит. Я думаю, все-таки затащит мобов, потому что, во-первых, у него есть лютый контроль. Панда ему не... Он ждет, что ему, может быть, придет панда. А я-то думаю, почему он предмет первого тира не берет? А я как бы не заметил, что там... О, там скилловик Лонруида нашел. Понял, принял. Понял, принял, не дурак. Ну да, да, это жестко найти Лонруида на 5 уровне. Еще жестче найти это антимага. Но на самом деле Лонруида на 5 уровне найти это тоже очень жестко. Если там хорошие предметы, то там Мишаня будет решать все проблемы, которые только вездесущие. Короче, он не выбирал... Ты что ты сделал? Ты зачем медальон скипнул? То, что он только что показал, никогда в жизни, никогда, ребята, никогда в жизни, никогда не скипайте медальон первого тира. Повезет, если в этой катке его не накажут за это. Повезет. Мидас, кстати, упал. Отличный предмет, его нужно оставить, потому что Мидас это имбулька. Там есть сумоны, и, соответственно, эти сумоны будут умирать. О, аптечка священника, это надо юзать. Раз ты играешь на лустрике, то нужно аптечку священника юзать. Кстати, спасибо фуловые тролли. У него, если что, есть. Может поставить фуловых троллей. Спокойно может поставить фуловых троллей. Перекинуть все предметы. Вот эту вот медузу будет керить. На самом деле я бы ее не керил, потому что она будет половину своего раунда будет кастовать как способность сидеть. Типа спите. Поэтому я бы, наверное, только вот предмет на впитывание закинул. Кстати, ты забыл за медальон второго тира. Ладно. О, смотрите, все. И пошла.
Да. Имба? Ну вот в кого ты свой хекс скинул? Ты? Не, без Хускара это полное. Но на самом деле он медальон забыл. Медальон забыл, это критически. Медальон, ну ты что, каши... Медальон, медальон, медальон! И ты, кстати, мог бы все-таки взять аптечку священника. Я бы на его месте, наверное, так и поступил. Взял бы аптечку священника и кайфовал от жизни. Медальон, 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 медальон. Смотри, медальончик. Медальончик второго тира у тебя находится не там, где надо. Находится не там, где надо, медальон. Миндальная связь. Не работает. Не работает. И аптечку священника снова не берет. Он сейчас опять проиграет раунд. Да, он проиграет сейчас раунд. И аптечку священника не взял. А мог бы уже очень-очень-очень-очень-очень и очень много хп себе, вот точнее опыта получить. Ну ладно, посмотрим дальше, что он выберет. Посмотрим дальше. Вот знаете, такие моменты, ты понимаешь, что у тебя больше вопросов появляется вот к таким вот мувам. Но посмотрим дальше. Может, он что-то хочет такое необычное сделать. Просто смотрите, он потерял сейчас очень много. Ну реально он очень много потерял. Тут даже как бы, ну, нечего добавить. Вот сейчас он может... О, берет аптечку, все. Берет аптечку, да, 100%. А мог бы пару раундов назад взять эту аптечку и уже получать бы как бы много опыта. Но... Как-то так. Кстати, а что там по друидам? Сегодня друидики будут? Друидики будут сегодня? Просто когда он первый раунд увидел, что он проиграл, он должен был взять эту аптечку и изнуть ее. Но... Не делайте так, ребят. Не делайте так, потому что сердце кровью обливается, если вы так делаете. Кстати, если что, то у него немного подлагивает запись все равно. Что-то как-то FPS люто проседает иногда в моменте. Это такое. Такой думает, да пошло оно все. Я прям видел, как он со слезами на глазах такой думает. Ну и ладно, ну не хочешь приходить, друид, ну и ладно, я тебя даже упрашивать не буду. Не буду и все. Слабовато у него стол. На самом деле, был бы у него Хускар, допустим, в 2 звезды, у него был бы сильный стол. И он бы мог даже выигрывать. Но чего нема, того нема, правильно? Ну, обидно немного, обидно. Он... Ладно, короче, я уже сказал все. Все, сказал уже об этом. Сказал. Хватит повторяться, все, не буду. Не буду, честно. А вот мобы, на самом деле, я только что запнулся, потому что я думал о том, что ему сейчас приходит Фурион, допустим, и все. Прикиньте, бы сейчас реально пришел бы Фурион на следующем раунде, он в это время продал ничью. Я думаю, на самом деле это больно, это очень больно. И над этим смеяться даже вообще нельзя, потому что это очень и очень больно. Ну, типа, вы прикиньте, вы играете себе такие спокойно, думаете, такие, ну все отлично, все шикарно. Продал ничью, теперь Фурион, ну, не придет больше друид. А тут на следующем раунде по закону подлости такой, друид? Естественно, я здесь. Так, ну все, давай ставь свой стол. Хускарика надо обязательно. Только все предметы в Хускарика перекинь. Предметы в Хускарика. Быстрее. 8, 70. Быстрее. Ну, медальон. Ну, медальон. Эх, этот медальон у тебя просидел очень много времени. Ну, ладно. Он в любом случае сейчас затащит этот раунд, потому что он Хускар в безопасности. Плюс у него контроль, плюс хекс, поэтому 100% затащит. Обожаю, когда два чувака остается и каски тупо по всем летят. Но ему надо дальше сидеть так. Фурион пришел. О, еще один талисман. Один мало, давай два. О! Плащ-пальто улучшенная версия. А че чел ливнул-то? А реально, чего у него чел там ливнул? Типа ему не пришли инсектоиды, какие он хотел, и он ливнул?
Или как это, как это происходит? У меня аж от смеха, если что, бок сжало, поэтому я как-то поднапрягся немножко. Ой-ой-ой. Больно было? Чё? Бочину-то сжало так. Чё оно сжало? Ладненько. Смотрим дальше. Винстрик там у молодого 8. Надо посмотреть, сколько там будет инсектоидов сейчас. Мне очень интересно, реально, сколько там будет инсектоидов. Я вангую, что будет здесь минимум 2 инсектоида. Минимум. Ну, судя по тому, что я видел уже. Да ставь панду. Панду ставь, сейчас тебе придет 100% что-нибудь с нее. Обещать не буду, конечно. На самом деле хорошо то, что он получает сейчас очень много в лицо, потому что чем больше он получит, тем больше он опыта получит. Соответственно, чем больше опыта получит, тем, соответственно, быстрее возьмет уровень. И будет кайфовать от жизни, если ему, соответственно, придет то, что надо. 4 волшебника стоит. О, фул зверь. Вот это там фул зверь. Кстати, бог-жрец собирается. То, о чем я говорил. Если этот бог-жрец соберется как, ну, не хотелось бы, а он там собирается как хотелось бы ему, то этот бог-жрец может ему такую поплаву устроить. Типа, ну не делайте так, ребята. X, вот вообще не делайте. Ну не надо так делать. На мгновение мне показалось, что он сейчас выиграет раунд. Но это была, знаете, такая минутная слабость. По предметам у него, конечно, вообще не гуд. Типа, предметы у него максимально такие себе. Леончик, это хорошо. Это очень и очень хорошо. Так, эльфийскую волшебницу продает. Так, а ну-ка секунду, надо поудобнее сесть, а то как-то что-то неудобненько смотреть. А то бочину как-то схватило, аж серьезно неудобненько стало. 3 предмета на минус броню, да, мне? Или 2? 2 предмета на минус броню. Ну, чтобы мало не казалось. Но хорошо, что ему сейчас такие волшебники пришли. Я так понимаю, он полностью хочет играть через троллей. Кстати, видели только что синергия жрецов работала? Я что-то как-то на это сразу внимание не обратил, потом он как обратил. Так, нормально. Знаете, в чем минус играть вот именно так? Ты теряешь очень много хп, и не факт, что ты это хп потом восстановишь себе. Не факт, что ты это реализуешь. Типа, если ему придет какой-то жесткий инсектоид, а в этот момент он не найдет себе нормальных предметов на нормальных керри, то все. То все. Финита ля комедия будет. Ему снесут все хп, и он будет потом с пальчиком сидеть. Как-то так. А зачем тебе Руби? А, он точно, он поставил сейчас Рубика чисто для того, чтобы убрать синергию жрецов. Но если ты хотел убрать синергию жрецов, то продай просто Рубика, убери всех со стола. Не получай так много в табло. И все. Так, дефолтный инсектоид вижу с Манки Кингом. Нормалек. Сколько минус сейчас дадут? Неприятно, минус 15. Но на самом деле это ему только к лучшему. Сейчас будут мобы. Продай Рубика. Зачем тебе Рубик? 2 предмета на минус броню. Я что-то подумал, что 3. Мне показалось. Мне показалось, что у него 3 предмета на минус броню. Все, Рубика продай. Зачем он у тебя стоит? 6 монет у тебя на столе. И фуловых давай. Быстрее, 10 секунд, я волнуюсь. Ты заставляешь меня нервничать. Хускара, Хускара ставь. Ставь Хускара. Хорош. Только надо было немного гримтача поставить вместо вот этого тролля жреца, потому что гримтач кастанул. Ну, в принципе, так кастанул. Плевать. Так, хорошо, и хорошо, отлично. Шикардос. Так. Вопрос. Зачем тебе Рубик? Вопрос остается нераскрытым. Зачем тебе Рубик? Рубика продай. Рубика продай, говорю. Кстати, хорошая реликвия. Очень даже. Только у него мало хп осталось. Очень мало хп. Да Рубика продай. Ну продай ты Рубика.
Ну, Рубика продай, 6 монет у тебя на столе. Рубика продай. Ребят, мне нужно прибегнуть к своим экстрасенсорным способностям, таким сверхъестественным. Миндальная связь. Продай Рубика. 2 Рубика, 6 монет стоят. Продай их. Продай, они тебе не нужны. У тебя есть 2 других волшебника. Но на самом деле я не знаю, что он хочет от этой игры. Он, наверное, хочет заменить морскую волшебницу, потому что она ему не нужна. Это, в принципе, будет логично, поэтому вот. Ну, я просто не знаю его билда, поэтому я считаю, что Рубик это бесполезный герой. Кстати, спасибо, чел ему. А, тьфу, они прогрузились. А то, я думаю, было сначала 2 персонажа, потом появилось... Да. Вообще непонятно, что сейчас у него будет. Я даже не уверен, что он сможет это камбэкнуть в топ-3. Вообще не уверен, что он сможет это камбэкнуть. Будет ли брать мортретку? Походу отошел или альтабнулся. В принципе, он все равно ничего не, как бы, не теряет. Но я бы на его месте панду поставил. Типа, почему нет? Призрачная надежда на то, что ему что-то придет. 3 хп восстановил с баночки. Так, сейчас 1 раунд, потом он будет вязать награду за гоблинов. И вот у меня такой вопрос становится. Он должен выставить весь свой стол, но он должен выставить весь свой стол таким образом, чтобы у него еще остался баф жрецов. Когда он выставит таким образом свой стол, он, во-первых, будет экономить себе по хп, потому что... Ой-ой-ой, как лагает! О май гад, что это было? Манки Кинга бери. Пригодится. Не, ну рано. Я бы Манки Кинга взял. Я бы на его месте взял бы Манки Кинга и поставил бы к троллям. У него было бы больше шансов как бы побеждать. Ну ладно, окей, смотрим дальше. На самом деле у него такой слабый стол. Прям смотришь на него и думаешь, боже, пожалуйста, не надо. А зачем тебе легионка? А, ты ее купил чисто, что 80 монет сидеть. Но 26 хп осталось. О, нет, нет, только не ты, тварь. Конец. 6 хп осталось. Он здесь не поиграет сейчас так, через награду за гоблинов. Ему надо выходить из инкама полностью. И тупо ролиться. Это единственная его надежда. Так, бери вертолетика, пригодится. Хорошо. Отлично, антимага тоже бери. Это единственное твое спасение, которым... Да, мог бы... Ладно. Боже, как его лагает. Как, ну, на самом деле, как с такими... Да боже, это не лагает так. О, теперь Рубик пошел в продажу. Все предметы в антимага. Да, хорош, успел. Сейчас ему антимаг немного затащит игру. Не немного, он ему тупо игру сейчас сделает. Все, антимаг пошел в разнос. Смотрите, чук. Один антимаг сейчас делать будет всю игру. Хорош. Фух, 6 хп. Как он на тоненького живет. Кстати, может сейчас 1 раунд ничего не ролить. Потому что следующий раунд будет против мобов. Яйцо. Ну, ролит все равно. А яйцо взял, отлично. Его так лагает иногда, что я даже не замечаю, купил он, не купил его. Так, Хусик, 2 звезды, окей. На мобов надо Хусика закерить. Темпларка! Хорошо. Думчик тоже отлично было бы, но Думчика не берет. Еще одна темпларка! Вот это я понимаю скилл. Давай еще сейчас ты 3 звезды найдешь. Кстати, может закерить темпларку. Ему темпларка много сделает.
Яйцо в темпларку кидай. Да яйцо в темпларку кидай уже. Тебе темпларка сейчас будет игру делать еще сверху. А, он, наверное, ждет, что он нам сейчас... Да, может прийти, кстати, да, что-то... Это я уже спешу, понимаете? Я уже на нервах от этой игры. 6 хп у молодого осталось. 6 хп. Вот, Дум пошел в разнос, хорош. Хусика скипает, окей. Ему надо баф чернокнижников немного поставить. Вот тут, кстати, сложно будет выбор. Либо же он ставит темпларку, которая будет играть в долгу, либо же он будет ставить себе антимага. Но я думаю, темпларку сейчас закерит. Да, темпларку. Да, отлично. Все, теперь ей предметы необходимы. Да, только теперь тебе надо посмотреть, что там у тебя по предметам третьего тира. Кристалл призрака, отлично. Ну, в принципе, ладно, да. Так, теперь надо рольнуть предметы. Один предмет на минус броню в баню. Я бы на его месте чернокнижников немного поставил, чтобы у него был хоть какой-то, но отхил. Берет, ну, 10%, ну, точнее, 20% отхила, это то, что доктор прописал. Ну, не поставь. Ну, у него сейчас отхила не будет, это плохо. Там еще и этот Дум тупейший. Ой, пошла, 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 дорогая. Давай, 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 давай. Это еще и мех. Живи. Хорош. Фу. Но блин, были бы у него чернокнижники, он бы не так сильно получал бы. Нужны чернокнижники. Ну, поставь чернокнижника одного просто. Для отхила. Тролль. Отлично. Все, тебе не нужны эти волшебники. Можешь полностью скипать волшебников. У тебя 6 троллей. Шикардос. Ну, Кирасу берет, хорошо. Кираса это не, на самом деле не ошибка, но когда темпларка юзает свой щит, то она бьет чистым уроном. Именно у нее сплэш начинает бить чистым уроном. Ну, кстати, такое сомнительное решение, на самом деле, поставить себе вместо Гримтача Орка-шамана, ну, в принципе, окей. Того, так, этого инсектоида, просто рви его. Марка просто решила попрыгать сверху вниз. Не, ну с такими лагами реально тяжеловато играть. Кстати, так минус броню отдай сейчас темпларке. У тебя же есть предмет. Предмет. О. Но в самом деле ему игру может и темпларка тащить, и тролль, если он его 2 звезды соберет. Шесть хп. Обалдеть. Но отхила не хватает, серьезно. Ему надо вместо одного орка-шамана поставить баф чернокнижников. 20% отхила это не шутки. Это очень много. Особенно, когда у тебя ни одного предмета нету на этот... На отхил. Отлично, Дум не прилетел. Ой-ой-ой, как же он его порвал сейчас. Чпуник, 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 чпуник. Это было на тоненького. Чернокнижников поставь, ну 20% от хила, ну давай. Ребят, ну без своих сверхъестественных способностей я не могу. Миндальная связь. Поставь чернокнижников. Поставь чернокнижников, говорю. Быстро. Ну не слышит меня. Ну, не могу. Не могу пробиться сквозь этот ментальный барьер. Не могу. 20% от хила. Вместо одного орка-шамана. Типа, орк-шаман, он полезный в любом случае.
Он не будет бесполезным, но он... Ой, вот. Так этого инсектоида. В могилу. К праотцам. Ру. Ого, две тайдухи, это сильно. Бери. Контроль всегда пригодится. У тебя его и так много, но все равно контроль пригодится. На самом деле ему сейчас придет орк-шаман. Ну, если придет, конечно, орк-шаман. Но на самом деле, если ему придет тролль, вот это вот будет им булька. Тролль в 2 звезды это тоже такая машина для аннигиляции. Правда, у него предметов особо никаких нету. Но у него есть кираса, и у него есть предмет на минус броню первого тира. Он сейчас там... Сколько? Ну, минус 20 брони точно дает. Я точные цифры, сколько кираса снимает броню, не знаю. Ну, точнее, не помню. Но там что-то около, по-моему, 15 броней не снимает. А плюс под предметом первого тира это будет минус 20 брони. Короче, минус 20 брони она снимает, и, соответственно, это тонна урона. Ну, очень вкусно, когда темпларка бьет чистым уроном, вот этим вот сплэшем. У нее сплэш бьет чистым уроном. Яйцо. Прекрасненько. Яйцо. Там нету винстриков, поэтому можешь спокойно, смело брать яйцо. Может даже, ну да, активирует. Яйцо, отлично. Все, усиление на орка-шамана. Выбрал тайд, да. Необычно. Необычно, конечно. Просто так антимага апнул, отлично. Клевер, короче, как затычка тупо. А что там у противников-то хоть покажи? Что они там все пособирали? Кто у них там керри и все такое? Но ему фартануло, очень фартануло. Фартануло, что ему там темпларка пришла. И фартануло, что он вообще с такими лагами хоть что-то сейчас сделал. И пинг 300, и лаги. Сейчас ему Тай будет давать контроль, который ему необходим для того, чтобы темпларка подышала и нанесла свой урон. Да и в целом антимаг там будет душить. Сейчас, ну, без антимага здесь просто не поиграешь даже. Ну, смотрите, оп, контроль пошел. Темпларка пошла раздавать. Все, отлично, -1. Так, на одну проблему стало меньше. Вы видели прикол? Если что, то там у темпларки меньше дамага, чем у антимага. Темпларка в 2 звезды под предметами 300 урона. Антимаг без шмоток, без ничего, тупо под троллями 500 урона. Как вам? Да, это сильно. Какой это бред. Фул инсектоид. Ох, там огромный инсектоид. И там фул мех. Но инсектоид там добротный, кстати. 2 зеркала в одну цветку. Ну, одного мало, пусть будет 2. Если что, чтобы у него работали как бы так цветы, ему надо зеркало в другую цветку перекинуть. Он тупо 2 зеркала такой, да, плевать, закину в одного. А, не, перекинул. Ладно, забираю свои слова назад. Скорее всего, он просто ее апнул только что. Ой, как лагает. Манки Кинг в 3 звезды. Тварь, сдохни, сдохни, Покедова, давай, давай. Бай. А он здесь занял топ-1. Боже, как они прогружаются долго. Это жестко. Еще одно яйцо. Так уска. О, еще одно яйцо. Давай, на последних деньгах, за последние деньги апаси темпларов в 3 звезды. Не смог. Ой, не смог. Но это сейчас конечное будет. Это последний раунд. Хотя там тролль в 2 звезды. Интересно посмотреть на керри. 2, кстати, орка-шамана. На орка-шамана на самом деле плевать, потому что у него есть антимаг, у него есть тайт. Ну, типа, вообще все равно.
Я просто смотрю на урон антимага и на урон тепларки. Балансный герой. Балансный герой, ни капли не имба. Не было бы антимага, он даже, скорее всего, бы мог и откиснуть. Антимаг ему спас игру. Давайте похлопаем антимагу. Ну, на самом деле, ему реально жестко фартануло так. Фартануло на героев и тому подобное. Но то, что чел там на золотых роллах не смог себя реализовать, это прям обидненько. А кого он там кирил, хоть покажи. Понял, не покажет, к сожалению. Ладно. Ладно, на вот такой вот картинке мы и остановимся. Ну, что я хочу сказать. Я получил нормальное такое количество эмоций. Некоторые мувы, конечно, мне были непонятны. И вот особенно в начале с аптечкой. А почему чернокнижника не поставил, когда они тебе кровь из носа необходимы были, тоже немножко непонятно. Все-таки 20% от хила они могли люто зарешать. Могло не фартануть так люто. Вот, допустим, его там в моменте, сколько там осталось, там немножечко осталось у него хп, и могло не фартануть, и он мог бы не добить эту фигуру, и все. И что потом делать? Молиться только, молиться. Ну, реально каточка интересная. Хороший камбэк. Достойный. Но то, что ты в конце, конечно, не показал других ребят, это, конечно, тебя не красит. Поэтому в следующий раз покажи вот этих вот ребят. Мне интересно посмотреть, какие у них были предметы, потому что ты их как-то слишком легко камбэкнул. Очень легко. Ну, а вы что думаете по поводу этой катки, напишите, естественно, в комментариях. И не забудьте оставить свой лайк, поддержку меня и, соответственно, этого ролика. А кто не подписан на меня, обязательно подписываемся. Не забываем, у меня есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. А также появится на вашем экране QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.